Полная инструкция по сборке самодельного очистителя воздуха. И это все, что нам потребуется. Фильтр от Xiaomi Air Purifier Compact 4, самодельный печатный корпус, детали самого этого корпуса, несколько пинов для соединений, 100 CFM кулер, MT3806 преобразователь, повышающий напряжение, USB Type-C мама и самодельные держатели для них. Мы соединяем питание от кулера с выходом платы, повышающей напряжение, и припаиваем входы с Type-C на входы преобразователя напряжения. Я добавлю видео, где мы это паяем, но, собственно, тут ничего особенного, просто плюс к плюсу, минус к минусу, и все. Это позволяет нам запитывать этот кулер от USB, использовать зарядки на 5 вольт и при этом не испытывать никаких проблем. Сейчас я покажу, как это все собрать пошагово. Итак, начнем мы непосредственно с соединения электронных компонентов. Это просто для удобства фиксатор для этой небольшой платы, чтобы ее удобно можно было вставить и ничем не припаивать, ничего такого с ней не делать. Это держатель для USB Type-C. Не знаю, на свету, насколько это видно, камера показывает. Вот так он выглядит. Я уже туда вставил. Честно говоря, лень вытаскивать, но... Итак, все, что вам нужно, это вставить USB Type-C просто внутрь, с этой стороны, и опустить его заднюю часть до характерного щелчка. Здесь ограничитель, который не позволяет ему вываливаться. Затем вам необходимо просто вставить плату в ее держатель и припаять питание кулера к плате, повышающей напряжение. Собственно, на этом с электроникой все. Далее, как ее разместить на, так скажем, на базе. Для этого нам потребуется несколько пинов. У меня довольно длинный получился провод. Что я делаю? Я аккуратно вставляю, даже слышим характерный щелчок. Затем я вставляю в отверстие, видите, маленько провалилось, в отверстие для зарядника. Затем нам потребуются вот такие пины, которые мы тоже распечатаем. И все. Нам нужно просто их вставить в отверстие. С моей рукой ничего не видно. Вот они, эти пины, их концы. Они немного выступают, но я специально так сделал. Все сидит хорошо и сильно, никуда не лазит. Далее мы можем установить соединяющие элементы между нижней частью корпуса и
той, которая будет соединяться с непосредственно с базой. Почему их две? Потому что я собираюсь приклеить вот это к вот этому. И я думаю, то, что в моем случае клей будет отличным решением, потому что я в целом не собираюсь ее потом разбирать или что-либо еще с ней делать. Возможно, я даже не буду приклеивать, а просто оставлю ее в собранном виде. Она будет у меня вот так стоять и все. Поэтому я сделал так. Но в файлах для 3D печати будет версия, где это будет монолитная штука, и вы сможете ее спокойно распечатать. Еще одна из причин, почему я сделал так, почему они разделены, потому что для вот этих частей необходим саппорт, а мне очень жаль тратить такое количество пластика на саппорт. Лучше я просто склею и все. Потому они у меня разделены. Непосредственно тогда перейдем к подключению этой части. Для этого нам нужно просто перевернуть, насадить. Видите, маленечко вот так. То есть здесь есть отверстия, нам просто нужно их взять. Вот такие пины, которые тоже есть в комплекте для печати, будут файлы для печати, эти пины, и просто мы берем их и вставляем. Они входят довольно туго, что обеспечивает нам скрепление без каких-либо проблем. Единственный нюанс в том, что изначально я печатал эти все детали другим пластиком, он отличался только цветом, и когда я стал печатать серым, почему-то, я не знаю почему, у меня перестали подходить детали. Я печатал с учетом моих допусков у принтера и делал так, чтобы все входило довольно туго, но при этом не нужно было никаких ни болтов, ничего. И вот на этом сером пластике почему-то у меня ничего не подходило. И, возможно, на вашем принтере тоже могут быть небольшие на вашем принтере будут другие допуски, и детали не будут так хорошо сидеть, плотно и твердо, могут выпадать. Если вы не планируете постоянно разбирать, собирать, просто добавьте немного клея, и все будет хорошо. Все, что вам нужно, это чуть-чуть клея. Имейте в виду, что подклеивать лучше ближе к концу, чтобы выровнять все пины и уже тогда их подклеить. Собственно, вот мы приклеили часть, которая в дальнейшем будет крепиться к этому краю. Я предпочитаю сразу прикрепить верхнюю часть. Для этого очень неплохо подходит место с зарядкой. Буду перевернуть. И чуть-чуть отровнять. Далее мы просто вставляем те же самые пины, которые мы использовали. Вам потребуется всего 6 штук. Вставляем в эти отверстия. Эти вставим чуть поглубже, потому что они будут упираться в фильтр. Ну и в целом, когда мы будем их вставлять, они сами туда уедут. И далее нам потребуется фильтр. Все, что нам нужно, это просто положить его сверху и чуть-чуть прижать. Вот и все. И на этом все. Он не супер идеально сидит. Что здорово, что мне нравится, он вращается. Это очень удобно. Он не супер идеально сидит, и он может иногда... Вот, получше подсадили его. И он может маленько гулять, выскакивать.
Но вот видите, я его держу за эту штуку, и он не спадает. Как вы видите, здесь эти коннекторы не супер-пупер прям жестко сидят. Это наоборот удобно для того, что если вдруг надо что-то снять, ну мне просто приходилось, по крайней мере, периодически снимать. Вот, допустим, сейчас у меня по какой-то причине немножко съехал порт, пока я все тряс, и мне нужно его хорошенько подсадить. Вот, все, что мне нужно сделать. Все легко и просто довольно-таки. И за это мне оно и нравится. И все, мы берем, сажаем. И на этом все. Сборка окончена. Далее мы можем установить его внутрь части этой части корпуса. Ну и на этом все. Очиститель воздуха готов. Теперь мы можем в качестве теста подключить его и убедиться, что все работает. Почему удобно, что оно крутится? Тем, что вы можете вот просто подвинуть, убрать этот провод куда-то, и все, и никаких проблем не будет. Вот так. Что еще здорово, то что можно, в моем случае, фильтр, воздушный поток от кулера направлен внутрь, потому что он у меня лежит на столе. Также вы можете легко изменить ориентацию. Он будет направлен наружу, засасывать отсюда воздух. Сейчас он меня отсюда его сосет. Вот даже слышно, как меняется звук. Отсюда сосет, отсюда выдувает, но это обусловлено тем, где он будет стоять. Мне не нужно, чтобы он бил большим потоком воздуха, он будет мне раздувать все со стола, потому что он у меня предназначен именно как настольный фильтр, и я его использую вот так. То есть он у меня лежит вот в таком положении. И мне не нужно, чтобы он стоял. Но если он у вас стоит, то можно спокойно перевернуть кулер, он будет не засасывать сверху, а засасывать с боков. На этом все. Вот такой вот агрегат получился. Его стоимость обошлась в примерно такую сумму. Фильтр 1500 рублей или $15. Type-C 150 рублей за 5 штук. Вентилятор 800 рублей. И преобразователь напряжения тоже 150 рублей там за несколько штук. Гораздо дешевле, чем рыночные решения коммерческие. На сим все. Спасибо за просмотр.